Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы покидаем Скадовск и направляемся в очередное путешествие. Если вы видите, то в городе лужи, прошел дождик, на пляже сейчас как-то сыровато и прохладно. И мы сегодня едем на Розовое озеро. Но перед тем, как туда отправиться, заезжаем на местный хлебзавод. Здесь вот видите, бочка с квасом стоит. Вот именно за ним мы сюда и заезжаем. И как оказалось, он нам очень-очень пригодился. Вот знак, что Скадовск закончился. И мы отправляемся в путь. Здесь возле Скадовска степные пейзажи. Обзор ничего не заслоняет. Можно смотреть по сторонам. И видно все на много километров. Дорога вот такая ровная, без перепадов. Покрытие хорошее. Может, кажется визуально, что дорога плохая, но машина едет ровно, не трясет. Вот и выездная композиция Скадовск. Мы ее с обратной стороны видим. И все. Теперь уже окончательно мы выехали из Скадовска. Теперь вдоль дороги такие небольшие деревья, которые могут расти без большого количества воды. Но что мне больше всего нравится, что дорога не загружена. Не очень хорошо, когда кто-то едет впереди тебя. Особенно фуры часто закрывают обзор. По этой трассе заезжают в Скадовск те, кто едет из Харькова, с Днепра, с Кривого Рога. А мы заезжали немножко с другой стороны. Но это было в наших роликах, когда мы заезжали в Скадовск, когда возвращались из Езера. Так что эта дорога для нас такая более интересная, потому что к той мы уже немножко привыкли. По этой дороге мы должны доехать до канала, а там будет развилка. Налево это в сторону Херсона, а направо в сторону Крымской трассы. А нам нужно ехать практически к границе с Крымом, и там повернем на Чаплынку. Вон впереди полоса деревьев, это уже идет трасса вдоль канала. Это мы уже свернули направо и едем дальше к Крымской трассе. Налево будет поворот на Каховку, направо в сторону Крыма. Вот тут на этой дороге покрытие гораздо хуже. Здесь такие небольшие ямки, трясучка. Отсюда спереди не видно, но если посмотреть налево, то там параллельно идет канал. Широкий, чистая вода. Вот обогнали мы велосипедистов. Ну что, я думаю, что им сегодня хорошо ехать, не так жарко. Но они явно собрались куда-то далеко, судя по той поклаже, которая у них на багажнике.
Вот видите, какие большие деревья слева растут. Все потому, что рядом идет канал. На Херсонщине погода очень разнообразная. Бывает так, здесь вот в одном месте светит солнце, жара, а километрах 20 идет ливень. Сейчас вот над нами чистое небо, а впереди какие-то облака. Поэтому мы точно даже не знаем, какая погода будет над Розовым озером. Очень часто бывает, что в Скадовске тихо, спокойно, а в Лазурном сильный ветер, хотя Лазурная 23 километра от Скадовска. Бывает наоборот. В Лазурном хорошая солнечная погода, а в Скадовске идет дождь. Вообще даже бывает одна погода в Скадовске, а совершенно другая на острове Джарелгач. Хотя местные рыбаки точно знают, где, когда, какая погода будет. Ну понятно, у них многолетний опыт. Они по тучам, по направлению ветра все это могут определить. Вот продолжаем движение вдоль канала. Вот сейчас переехали мостик. Это ответвление канала пошло вправо. Жаль, что деревья заслоняют. Хотя, с другой стороны, тоже деревья защищают от всякой гадости, которая летит от дороги. Вот поворот на какой-то населенный пункт, который находится на той стороне канала. Вот видите, налево поворот, ну и через мостик можно перебраться. Вот впереди едет машина, прицеп полностью загружен арбузами. Сейчас вот мы его обгоним, посмотрим, какие арбузы. А не, у него накрыто все было, поэтому даже не интересно. Видите, как меняются панорамы. Возле канала живет много птиц. Понятно, что много уток. Так, впереди вот еще с арбузами машина. Вот прицеп. Да, везут куда-то продавать. Ну, кстати, мы, когда ездили по этой дороге, видели также фазанов. То есть они живут в этом лесочке, который рядом с каналом. Вон слева для аистов гнездо. Ну, что-то оно пустое. Может, улетели. А может, в этом году сюда не прилетали. Ну, вот дорога продолжает извиваться немножко. Дорога что-то стала хуже. Видите, какие латки пошли, ямы. Слева вот опять роща, которая растет возле канала. Опять высокие деревья. И как-то они сменяются иногда какими-то низкими кустами. Справа вон видны поля. Похоже, что там арбузы растут. Вот видите, слева опять деревьев нет. Растет что-то вроде камыша. Вот единственное, только непонятно, почему дорога делает такие изгибы, если она идет вдоль канала. Можно же было ровно все проложить. Так, а вот облака стали уже ближе к нам. Справа, куда мы будем поворачивать, чистое небо.
Сейчас хорошо видно слева канал, вода. Это вот ремонтная техника стоит. Ага, и вот свежие латки, что работают, делают дорогу. Ну, понятно, что эти латки пока укатаются. Ну хоть что-то, там впереди у них еще работа непочатый край. Ага, вот, собственно говоря, рабочие работают. Делают противоположную полосу. Хорошо, что не перекрыли очень большой участок, такой небольшой. А здесь вот вырезаны куски в асфальте. Видно даже. Приходится между ними тут петлять, объезжать. Ну вот все и закончилось. Здесь кусок отремонтированной дороги. Вот так вот меняются картинки перед глазами. То открытое место, то деревья по бокам. Но все-таки как дежавю и немножко повторяются. Это мы едем вдоль канала. Вот опять деревья по бокам. Вот так вот от того поворота на Скадовск до развилки 25 километров. Вот проехали деревья и опять по бокам такая вот камышовая растительность. Вот единственное, что на таких участках хорошо видно канал. Хорошо видна вода. Впереди опять небольшие деревца. Вот добавляют разнообразие небольшие изгибы дороги. Вот слева хорошо видно сейчас канал, даже через переднее стекло. Вот приезжаем в ответвление канала. Дальше опять повторяется немножко картинка, немножко с вариациями. И тут вот для разнообразия красный асфальт. Я так немножко сократил дорогу, чтобы не было утомительно смотреть. А вдалеке уже виднеется вот справа. Видна лесополоса. Вдоль нее идет дорога, на которую мы повернем. Вот опять деревца с левой стороны. Мы потихоньку так приближаемся к нашей цели. Вот уже совсем недалеко остается до развилки. Самое интересное, какая будет дальше дорога. Лучше или хуже. Потому что этот участок был, нельзя сказать, что очень плохой. Качество оставляет желать лучшего. Вот последние метры этого участка дороги. Регистратор, может быть, не так показывает, но я уже вижу окончание, вижу развилку впереди. Понятно, человеческий глаз все-таки лучше воспринимает.
Так, ну вот уже подъезжаем. Стоят дорожные указатели. Впереди корчма. Но я заканчиваю свой выпуск, потому что впереди знак «Стоп».